Признаться честно, я не люблю колбасу. Хотя и понимаю, насколько это удобно. Захотел покушать? Пошел в магазин, купил себе полметра еды, либо метр еды. Нарезал, сколько тебе надо. И ешь, не обляпайся. А кроме того, я обвиняю колбасу в убийстве русской кухни. Это программа о вкусной и здоровой пище. А меня зовут Сталик Ханкишиев. Я сегодня хочу рассказать вам о том, что для приготовления хорошей колбасы надо совсем немного. Хорошее мясо, жир, топорик, нож и молоток для того, чтобы как следует отбить фарш. Но я понимаю, что у простых людей не бывает ни топорика, ни молотка. Хорошо, если нож есть, колбасу-то резать чем-то надо. Но зато у простых людей, как правило, бывает мясорубка и, как правило, бывает хороший кухонный комбайн, который пылится где-то там на антресолях. Доставайте все запчасти от мясорубки, от кухонных комбайнов. Сегодня вам понадобится буквально каждая деталь. Я знаю, кто нам подбросил эту колбасу. Это все немцы при Петре Первом завезли. Немец, перец, колбаса. Поэтому и начинаю я с немецких сосисок, которые называются Weisswurst. Ну, кто бывал в Баварии, кто не побрезговал и выпил там пиво в той самой пивной, те эти сосиски пробовали, возможно, с отвращением. Потому что о них говорят так, мол, где готовятся они исключительно из телятины, но туда добавляют 20% свиного сала. Знаете, а у нас здесь свинину не все едят. Поэтому я добавлю хорошей телятине грамм 300 курдючного сала. Да, так и записывайте. Килограмм телятины, 300 грамм курдючного сала. Это получится примерно 25% жирности. Колбасу с меньшей жирностью делать не стоит. Я вам ответственно заявляю. А все, что вам там пишут на прилавках, в магазине, мол, 15% диетическое, слушайте, это они так жир замаскировали. Да причем не курдючное сало, а какой-нибудь пальмовый, либо еще какой-то дряни понапихали. Но одним словом, если вы приготовите колбасу с 15-20% жирностью, она получится сухой и невкусной. Я пробовал. Я знаю, о чем говорю. Мы в нашей семье колбасу 70-е, 80-е, 90-е готовили только в путь. Потому что папа у меня не ленился и держал скотину. А вот баранов мы стали держать уже, наверное, в конце 80-х, 90-х. Но колбасу из баранины никогда не делали. Потому что баранина, вообще-то говоря, вкусна сама по себе. Особенно, если приготовить шашлычок. Либо люля-кебаб. Но вот какая беда. Я хорошо знаю, что у многих людей люля-кебаб не получается даже по моему рецепту. Ну что поделать таким людям? Ну, можно, конечно, взять люля-кебаб, слепить такую котлетку, надеть на шампур и обмотать нитками. Но для чего же есть кишки у животных? А? Вот, посмотрите. Сейчас мы нарезаем мясо, добавляю курдюк. Мясо здесь было, сейчас скажу, это одна задняя ножка барана, без костей, кило 600. Поэтому курдючного сала я на него взял 600 грамм. И это тоже будет вполне себе нормальная жирность для колбаски, которая будет приготовлена на гриле. Но не на шампурах, как люля-кебаб. А скажите мне, разве она будет радикально отличаться от хорошего люля-кебаба? Не должна. Если вы дослушаете меня до конца, если у вас хватит терпения не переключать телевизор и узнать все мои секреты. Так вот, о натуральном. Лето, природа, солнышко светит. И съемочная группа обратила внимание, что эти мухи, ох, зараза, садятся только на баранину. Ну что ж, значит, мы начнем с телятины. Так вот, мухи – это не самая большая беда. Самая большая беда во время изготовления колбасы – это бактерии. Болезнетворные бактерии, которые летают вокруг точно так же, как и мухи. Руки, мясорубка
Вся посуда должна быть идеально чистая. Обратите внимание, ну, конечно, опять-таки, без фанатизма, без хирургической стерильности, но чистоту соблюдать, ой, как стоит. А я такой в первый раз в жизни приехал в Мюнхен, доехал туда на машине. Машину поставил в гостинице, ну и бегом по пивнушкам. Официант, смотрю, ходит такой официант, я ему говорю: Гальбура. Он говорит: Гальбура? Ну да, Галь, говорю, иди сюда. Ну наш официант. Все понимает, турок. Я говорю: ну как, стоит мне попробовать эту колбасу вашу, вейсвюрст, белую? Он говорит: да ешь, там свинины-то совсем немножко, чуть-чуть, только 20%. На самом деле, я хочу спросить вас. Я уважаю верующих людей. Но вот те самые верующие люди, которые шарахаются, падают в обморок от того, что кто-то руками свинину потрогал. А потом сами идут и пьют пиво. Анекдот могу рассказать. Надеюсь, что оскорблю при помощи этого анекдота каких-нибудь идиотов. Это значит, мулла в мечети сидит в пятницу, а погода примерно вот такая. И мулла проповедь читает своей пастве, тем, кто собрался. Говорит: спиртные напитки по вере запрещены нам. Коньяк, водку нельзя. Вино, шампанское, все запрещено. И даже прохладненького пива тоже нельзя. Понимаете? Лицемерие – вот самый большой грех. А то, что входит в человека, не так оскверняет его, как то, что из него исходит. Я не призываю никого есть свинину. И сегодняшние наши вейсвюрст будут сделаны по всем правилам кашрута и халяля. Исключительно телятина и бараний жир. Горные вершины Тяньшаня подобны аксакалам, которые собрались вместе под бескрайним синим небом. Текущие с вечных ледников ручейки и реки журчат, подобно речам мудрецов. В каждой струйке и капле отражается солнце и чистый воздух, бережно собранная и сохраненная только для вас. Минеральная вода Тассай Экселент дарит мудрость, чистоту и долголетие. Прокрутили фарш разок через крупную решетку мясорубки, заменили решетку на мелкую, и теперь пропускаем этот же самый фарш еще раз. Таким образом, мы не просто измельчаем фарш, но еще и делаем его более однородным. Так, чтобы было не отличить, где здесь кусочек жира, а где здесь кусочек мяса. Чтобы нечего было там ковыряться в колбасе, понимаете ли. Выковыривать из колбасы кусочки жира. Ух, я вам покажу, если замечу за кем-нибудь такую гадость. Надо есть все, что подарила нам природа. Все, что отдали нам вот эти благородные животные. Телята, там, курята, поросята, барашки. Понимаете? Ну, раз уж мы это едим, то надо доедать до конца. Нечего воображать. Смотрите, какой фарш красивый. О, я знаю. Есть такие люди, они вот такой фарш прям сырой. Ложками бы ели. Причем, вот ровно эти самые люди. Им дашь шашлык правильно пожаренный. Они заметят внутри капельку сока розового, приятного на взгляд. И говорят: ой, сырой. А фарш вот такой едят, я говорю про турков. В Турции едят блюдо с сырым фаршем, так и называется. Чий кюфта. Кюфта, ну это вроде что-то тефтели, вроде котлеты. А чий – это тот же самый слог из любимых наших чебуреков. Сырой фарш. Приправляют, добавляют перца, чесноку. Я попробовал один раз. Мне что-то не очень понравилось. Уж если даешь мне, подавай настоящую, хорошую котлету. Или хороший, правильно пожаренный шашлык. А вот эти немцы со своей вейсвюрст
Что удумали? Вы думаете, они ее жарят, запекают или отваривают, как положено, на протяжении хотя бы 45 минут бурного кипения? Ничего подобного. Не переключайтесь. Я вам расскажу все, как есть. И вот теперь этот фарш, этот чудесный фарш, необходимо вымесить до состояния буквально однородности. И самое время посолить фарш, приправить его. Очень удобно, что мясо, мякоти здесь было ровно килограмм. Это означает, что соли нам понадобится столовая ложка, ну вот так, без верха. Этого ровно достаточно. А перца, черного перца, вот я правда сомневаюсь, не помню, не могу вспомнить, клали ли немцы черный перец в свои верствюрст. Но я же тоже наполовину немец. И значит, я имею право взять и положить половину столовой ложки без верха очень хорошего черного перца. Потому что без черного перца мне еда не очень вкусна. А этот, ох, какой ароматный. Зато я помню хорошо, точно помню, что немцы добавляли в этот фарш примерно 150 грамм мелко колотого льда. Якобы для того, чтобы фарш охлаждался во время вымешивания. Как бы чего не случилось. Ну, на самом деле, одна пиалушка льда – это одна лишняя сосиска. Каждая копеечка, каждый пфенинг пригодится немцу для его семейных надобностей. А еще я помню, что в той самой колбасе была петрушка, только я не помню, они ее внутрь клали, либо снаружи. Да, снаружи тоже была, но мне кажется, что и внутрь. Для аромата не грех добавить. Мелко-мелко покрошить и добавить прямо в фарш. Именно сейчас. Вот так и добавим. В общем, пока фарш вымешивается, мы прокрутим второй. Из баранины. А чего время терять? Когда изготавливаешь колбасу, занимаешься такими вещами, которые будут довольно долго потом храниться, не надо, чтобы мясо и другие продукты лежали на столе и грелись. Понимаете, микробы не дремлют. И здесь у человечества идет соревнование. Кто вперед съест мясо? Мы, либо микробы. Уж лучше в нас, чем в таз. О! Ну вот и все. Но и бараний фарш я тоже буду проворачивать на 2 раза. Дело в том, что фарш из телятины готов, вымешан как следует. И посмотрите, во что он превратился. В какое-то такое довольно светлое, практически белое месиво. И белковые молекулы в нем образовали нити. Понимаете, ведь он же был пропущен через самую мелкую решетку мясорубки. То есть кусочки мяса были буквально по 2-3 миллиметра. А теперь здесь явно же видно, что нити в нем образовались буквально 1,5-2 сантиметровые. Но незачем долго любоваться на этот вундерфарш. Лучше его поскорее убрать в холодильник. Пропускаем фарш во 2-й раз. Ничего сложного. Ну понятно, да, что измельчение фарша через мелкую решетку занимает времени несколько побольше. Да и как бы выгнать остатки вот этого драгоценного фарша. А вот мякиш от булочки. Почему бы и нет? Знали бы вы, чего только не добавляют в колбасу, сосиски да сардельки на мясокомбинатах. Ладно. Я просто ругаться не хочу, а хочу поскорее вымешать и этот фарш тоже. Потому что фаршу на столе долго делать нечего. Кто бы знал, как бы мне сейчас хотелось посмотреть на лица, на глаза знатоков, так называемых. Смогут они отличить фарш телячий от фарша бараньего? Ведь выглядят совершенно одинаково. А приготовим колбаску из такого фарша, так ведь съедят все, еще и пальчики оближут. И хорошо, если только свои.
еще и к моим потянутся. К моим пальцам тянуться не смеем. Не этими пальцами еще приправы собирать. Из всех приправ для колбасодела важнейшей является соль. Мясо было 1 килограмм 600 грамм. Значит, и соли добавляем. 1 столовую ложку без верха. Вот так. А потом еще 0,6 ложки. Точно так же. Без верха. Это будет немного соли. Это будет в самый раз. Ну и посмотрим, что у нас здесь еще припасено. Вот это, ребята, кориандр. Кориандра можно насыпать целую столовую ложку без верха. Никто не почувствует, никто не заметит. Тот набор приправ, который я показываю вам сейчас, просто усиливает вкус мяса. Черный перец, хороший черный перец. Пол-ложки, но с горкой. Почему бы и нет? Это же колбаска. Она должна быть пряная, она должна быть остренькая, она должна быть очень вкусная, аппетитная. Ну и зира. Раз баранина, куда уж без зиры. Примерно пол столовой ложки. А еще, как и в прошлый раз, я добавляю фарш колотый лед. На этот раз у меня здесь фарша получилось 2 килограмма 200 грамм. Соответственно, и льда 10% от веса фарша. 220 граммов. Если кто-то скажет, о, халтурит Сталик, воду добавляют. Был бы у меня карагинан, как на тех мясокомбинатах, вы не представляете себе, сколько воды я бы смог добавить. А так, ну, готовил бы я фарш для люля-кебаб. На это количество фарша я бы добавил минимум 500 граммов лука. И 500 граммов лука содержит минимум 400 грамм воды. А я добавил всего лишь на всего 220. Но зато я и лук добавлю, гранулированный. Почему? Да потому что сырому луку в колбасе все-таки не место. Итак, гранулированный лук получится очень вкусно, я вас уверяю. Попробуйте. И гранулированный чеснок. Немного, половину столовой ложечки. А колбаса с чесноком, с чесночным ароматом – это хорошо. Это аппетитно, правда? Ну, признавайтесь честно. Пишите давайте там в комментариях, в социальных сетях про то, как слюни текут. И присылайте фотографии про то, как текут слюни. В ту немецкую колбасу из телятины я добавил петрушки. А в баранину что добавить? Знаете, как отсюда пахнет? Невероятно вкусно пахнет. Вон там пахнет, вон там пахнет. Сейчас соседи придут. Мята. Мята только улучшит вкус баранины. Поверьте мне. Отделяем листики от веточек и рубим мелко-мелко. А знаете что? Вот веточки не выкидывайте. Веточки пускай лежат по периметру стола. Говорят, запах мяты, запах базилика мух отгоняет. Это будет очень уместно. Эх, такую бы мяту да в чай. Сыпаем. И этот фарш настолько готов, что просто глаза радуются. Прелесть, а не фарш. Но знаете что, я этот фарш в холодильник убирать не стану. Сразу начнем начинять оболочку. Как начинять? Ну, во-первых, вот даже к этому кухонному комбайну у меня есть нечто вроде мясорубки, и к ней прилагались вот такие насадки. Ровно для того, чтобы начинять колбаски. Но хорошие люди, нормальные кулинары всегда имеют достойный инструмент. И не от того, что им кушать нечего, а исключительно для получения удовольствия от процесса кулинарии. Вот и у меня некоторые инструменты лежат порой годами, ждут своего череда, когда же их достанут, когда ими начнут заниматься. Колбасный шприц стоит буквально копейки, имеет кучу самых разных насадок. Думаю, что для бараньей колбаски мне хорошо подойдет вот это.
Вынимаем цилиндр и накладываем в него фарш. Фарш обязательно надо утрамбовывать как следует, чтобы внутри фарша не образовывались воздушные пузыри. Ого, полный шприц. Здесь добрых 4 килограмма. Кстати говоря, обычно вот на этих черевах, на кишках написано, сколько помещается фарша на каждый метр кишок. Ну и есть метраж. Рассчитать нетрудно. Знать бы арифметику. Нормально. Работает. Можно начинать. Кишки. Ага, все в порядке. Натягиваем. Ну, с Богом. Набивать кишки слишком туго не стоит. И не надо их сразу завязывать. Сначала начините, потом распределите фарш. Разумеется, надо наколоть иголочкой. Если где-то все-таки образовался пузырек воздуха, чтобы он вышел. Ну а потом перевяжете. Навяжете колбасок, удобных для поедания. Колбаса из телятины на самом деле как бы белая, а из баранины очень красивая. Розовенькая такая. Не надо слишком переполнять кишки. Необходимо учитывать, что колбасу еще придется перевязывать, и она станет гораздо туже. Ну а если что-то осталось в иголке от шприца, не беда. 1-2 котлетки никогда не помешают. Фарш по колбаске распределите более-менее ровно. Непременно выпустите воздух, если он где-то собрался. И вот так. Какой длины колбаски хотите получить? Я думаю, что вот это очень хорошо. Стандартный размер. А следующую колбаску подкручиваем в другую сторону. Самый кончик перевязать бечевкой. Колбаски из телятины буду делать чуть покороче. Вот такие, хватит. Вы понимаете, что в этих колбасках нет никаких консерваторов. Нет даже нитритной соли, которая, в принципе, при разумном количестве вполне себе безобидна. Но колбаски, которые предназначены для гриля, должны отвисеться в холодном месте. А еще лучше в холодильнике. Хотя бы 8 либо 10 часов. Что касается колбасок из телятины, а точнее говоря сосисок, их готовят сразу, но совершенно особым способом. Подождите, не переключайтесь, все секреты только начинаются. Что у меня вот в этом казанчике, вы узнаете чуть попозже. Пусть вот здесь подстоит. А бараньи сосиски, ох, они отвисли, превратились в очень хорошие, в очень ароматно пахнущие заготовки под мангал. Вы посмотрите на эти сосиски, только посмотрите на них. 1 сантиметр мяса с одной стороны, 1 сантиметр мяса с другой стороны. Они пожарятся очень быстро. Но важно при этом, чтобы они были прожарены полностью, потому что все-таки это изделие из фарша. Я растягиваю уголь, оставляя весьма-весьма умеренный жар на мангале. Этого достаточно. И ни в коем случае не нужна большая тяжелая чугунная решетка для гриля. Проволочных сеток, которые не накапливают в себе слишком много тепла, вполне достаточно. Как заготовили, так и раскладываем. Но непременно оставляем некоторое пространство между сосисками, чтобы жар их окутывал со всех сторон. Все очень хорошо, но дыма маловато. Понимаете, если бы мы из этого фарша сделали люля-кебаб, с него бы капал жир в уголь, и получался бы вот тот дым. Стояло бы, столб дыма до самого неба. А так не дымит, и мне как-то не очень интересно. Знаете, вот нет ли у вас случайно какого-нибудь бекона? Нет ли у вас кусочка сала, например, курдючного? У меня есть. Я подложу сюда и вот сюда, и закрою сетку.
И сейчас посмотрите, что будет. Сейчас посмотрите, что произойдет. Обмахнуть уголек, чтобы был пожарче, чтобы кусочки сала поскорее растаяли. И вот он, пожалуйста, тот самый дымок. Алло, вы меня видите? Дырочки накалывали. И вот кое-где, кое-откуда, раз и струя такая. Ну все, посмотрите, какая красота. Разве можно готовить еще дольше? Нет, еще дольше готовить уже ни в коем случае нельзя. Снимаем, перекладываем на блюдо. А здесь вы полюбуйтесь, что за красота, что за чудо. Отлично. Кусочки сала оставим на блюде. Для знатоков, для понимающих людей. У нас такие есть. Не перевелись еще богатыри на земле русской. А хотите узнать, что же у меня в этом казане? Во-первых, 4 литра правильно подсоленного кипятка. Во-вторых, несколько веточек петрушки. А в-третьих, в 4 литра кипятка положили ровно 1 килограмм сосисок и сняли с огня. Вот эти сосиски на мангале жарились примерно 10 минут. Ровно столько же здесь, в остывающем кипятке, лежали сосиски из телятины. Посмотрите, теперь вы понимаете это название, почему немцы говорят о таких сосисках. Вейсвюрст в переводе то и означает белая сосиска. А вот ведь она, в самом деле белая. Подают такие сосиски не на блюде. Нет, их подают в супницах, а сверху поливают горячей вот этой водичкой. Ну, почти что бульон. Она пахнет, приятно пахнет. Еще бы. Но этот бульон никто не пьет, нет. Водичка необходима для того, чтобы сосиски еще и на столе продолжали оставаться горячими. О, только могу вам сказать, что недолго им стоять на столе горячими. Нет, совсем недолго. Надо же попробовать. Надо посмотреть, какими они получились. Удались или нет. А к сосискам подают горчицу. Обычно вот такую, сладковатую, зернистую. Но мне больше нравится с нашей, с русской горчицей. Такая, чтоб с характером, чтобы в нос сшибала. Видали? Видали, что такое сосиска, истекающая соком? О! Хватит мучить сосиску. Хватит мучить Сталика. Сталик сегодня заслужил. Это просто шикарно. Это просто очень, очень хорошо. А как там сосиски, жареные на мангале? Их я обмакну в кетчуп. Наш домашний кетчуп. Вы что? Вы пропустили сюжет о том, как готовить домашний кетчуп? Ой, как мне жаль. Ой, как мне жаль. Приходите в мои социальные сети и там посмотрите. Ну, пора попробовать. Шикаркос. Супер. Отлично. Никто на телевидении никогда не говорит с полным ртом. Кроме меня, Славика Ханкиши. Когда я желаю вам приятного аппетита.
Дорогие друзья, многие из вас познакомились со мной в качестве телеведущего, в качестве блогера. Но главный труд моей жизни – это книги, кулинарные книги. Я пишу их уже более 15 лет. Многие мои книги получили призовые места на международных конкурсах. В Париже, в Пекине, в Янтае, во Франкфурте на Майне. Одна из моих любимых книг, пусть и не самая большая, это книга о шашлыке. Называется эта книга «Мангал». Здесь не слишком много страниц, здесь не слишком много рецептов. Но, читая эту книгу, вы узнаете нечто очень важное о таком любимом и широко распространенном блюде, как шашлык. Вы узнаете, какие шампуры выбрать, какая кочерга нужна, какие щипцы, как должен быть устроен хороший мангал. Вы узнаете, как правильно разжигать уголь, как распределять его в мангале. Вы узнаете очень многое о методах маринования, о методах получения великолепного, очень вкусного и ароматного шашлыка. И если кто-то считает, что шашлык – это одно единственное блюдо, он сильно ошибается. Мир шашлыка настолько же разнообразен, насколько разнообразна кулинария вообще. Здесь очень много теоретических работ. Например, какой маринад лучше работает. Мы выбирали маринад на основе кефира, на основе киви, на основе помидора, лимона, вина, лука и так далее, и так далее. А далее независимая комиссия, так сказать, оценивала и давала свои оценки. Сделаны выводы на этой основе. Шашлык можно готовить не только из мяса, не только из курятины, не только из рыбы. Шашлык можно готовить из овощей, из грибов, даже вот и из картошки. И любое мясо практически годится на шашлык. Самое главное – разобраться, как с ним работать. Как должен быть устроен мангал, как должен быть устроен розжиг, стационарный розжиг для угля, который, я могу назвать своим изобретением, но все, кому построили такие розжиги, очень довольны. Как приготовить самый лучший люля-кебаб, которому руки человека к этому фаршу не прикасались. Можете себе представить такое? Такое возможно. Идеально чистый, идеально качественный. Как приготовить хан-кебаб, как приготовить шашлыки самых разных народов. И как приготовить шашлыки, которые не принадлежат никаким народам, потому что их я придумал. Например, шашлык из утиной грудки, шашлык из ананаса, шашлык из сома, шашлык из фаршированной рыбы. И такое тоже возможно. Шашлык, вот тоже еще одно мое изобретение, прямо не нарадуюсь, который я назвал кустурица-кебаб. Брынза, помидоры, чеснок, укроп, тесто. И в результате получаете очень вкусное блюдо. Посмотрите, как оно выглядит. Ну, не красота? Красота. Дорогие друзья, эту и другие мои книги вы можете купить на моем сайте. Мой сайт называется очень просто stalik.ru. В названии ролика вы можете прочитать, как писать это слово. И в описании к ролику тоже можете прочитать stalik.ru. Книги отправляются по всей России, по большинству стран СНГ. И везде, куда доходит почта, направленная из Подмосковья. Откуда я шлю вам горячий привет, желаю крепкого здоровья и приятного аппетита. Книги можно приобрести не просто вот так вот, в чистом виде, но еще и с автографом. С именным автографом, который я лично ставлю на каждую книгу. Вы можете поздравить при помощи этих книг своих друзей, коллег, родных, ну и самого себя в конце концов. Почему бы не порадовать? Я желаю вам огромных кулинарных успехов.